Всем привет, это Михаил Климарев. Сегодняшнее видео будет коротким. Я хочу дать вам советы на случай полного отключения интернета. Может быть, это звучит дико. Что значит полное отключение интернета? Как это? Вы же сами говорили, что это невозможно. Но с 24 февраля мы живем в новой реальности, где возможно все. И я хочу напомнить, что вероятность шатдауна и до того была довольно высока. Вспомните, когда мы видели это в последний раз. Это было в Казахстане буквально в начале января, всего 2 месяца назад. Поэтому давайте еще раз коротко повторим базовые правила и разберемся, что нужно делать, если вы остались без интернета. Это видео предназначено в первую очередь для жителей России, Украины и Беларуси. Но отключение может коснуться и тех стран, которые с ними граничат, если будут, например, повреждены линии связи. Поехали! Я надеюсь, что вы успеете посмотреть это видео до полного отключения интернета. Первое. Лучше иметь несколько сим-карт разных операторов. Если какой-то из них перестанет работать, у вас останутся варианты. Второе. На всех телефонах обязательно должны быть деньги, чтобы вы могли, по крайней мере, позвонить или отправить смс. Возможно, эта функция останется даже при полном отключении интернета. Третье. По поводу денег. Обязательно иметь запас наличными. С отключением интернета перестанут работать и банковские системы. Это наглядно показал нам недавний пример Казахстана. У вас должна быть возможность хотя бы купить еды. И еще одно. Постарайтесь фиксировать все, что происходит вокруг, даже если у вас нет интернета. Пусть вы не сможете выложить или отправить видео прямо сейчас, но потом эти свидетельства будут бесценны. Это базовое правило на тот случай, когда связи не будет совсем. Но давайте проговорим еще один вариант, если шатдаун будет частичным. В таком случае первое, что вам понадобится, это VPN. В следующем видео мы чуть подробнее расскажем о разных сервисах, а пока запомните, что VPN у вас должен быть установлен обязательно, особенно если вы в России. И желательно на всех устройствах и лучше всего платный. Хорошо бы, что у вас было даже как минимум 2-3 сервиса, тогда хотя бы один из них должен работать и позволит вам обходить блокировки. Несколько ссылок мы оставим в описании к этому видео. При этом помните, что важно не перегружать сеть. Например, точно не стоит смотреть видео онлайн в хорошем качестве, потому что другим людям может просто не хватить ширины канала. Второе, что может вас спасти, это браузер Tor. Про него мы тоже сделаем отдельное видео. Главное, что нужно знать сейчас, что это специальный браузер, который шифрует трафик, и когда все остальное отвалится, возможно, у вас будет шанс медленно, но все же получить новости через него. И, наконец, узнайте заранее, доступны ли вам какие-то мессенджеры, которые не требуют подключения к интернету и позволяют общаться как минимум с теми, кто недалеко от вас. Такой мессенджер есть, например, для тех, у кого Android, называется Fireside. Его можно скачать по ссылке в описании и установить себе и близким. Вот, в общем-то, основное, что нужно запомнить. Главное, не паникуйте, помогайте по возможности тем, кто оказался рядом, и держитесь вместе. Так и безопаснее, и проще. Подписывайтесь на наш канал, пока мы еще здесь. Покажите этот ролик всем своим близким и друзьям и оставайтесь на связи.